Приветствую вас на канале. Ну что, давайте посмотрим. Давайте посмотрим монетку HOG, просили посмотреть. На данный момент у нас, на крипторынке, как обычно, все красное, просто все красное. Мы буквально за 13 месяцев, которые у нас здесь были, вот эти вот последние 13 месяцев, 2 с них было только роста. 11 месяцев просто трэш. Просто трэш. Это я говорю буквально с марта, потому как большинство людей ко мне на канал пришли в марте 2024 года. И за весь год только 2 месяца было роста. Все натуральный трэш. Итак, рынок у нас кинули обратно в страх. Длительное время мы находимся в страхе. Буквально 3 апреля у нас был чрезвычайный страх. И тут у нас все страх, страх, страх. Смотрите, страх. Полностью страх. Здесь было немножко нейтрали нам давали. Буквально с 3 февраля постоянно все идет страх. Тут нейтраль чуть-чуть и чрезвычайный страх с 25 февраля. Уже скоро будет 2 месяца, как мы в таком сильном страхе. Считаю, что это ненормально, это не коррекция, и здесь что-то происходит неладное на крипторынке. Может быть такое, что у нас повторяется лето 2024 года. Вот здесь вот. Если бы это была бы коррекция, мы бы уже буквально где-то конец февраля, конец января, начало февраля уже выходили бы с коррекцией. А так рынок, по всей видимости, решили трусануть конкретно. Ну и глобально мы можем увидеть на биткоине то, что у нас здесь вырисовывается огромнейшая фигура, голова и плечи. Давайте посмотрим это все дело поподробнее. И, конечно, посмотрим монетку HOG. Если мы посмотрим биток, что у нас творится на битке глобально, есть там у нас сигналы на покупку, но если мы посмотрим вот так вот на недельке хотя бы на недельке, что мы здесь видим? Мы здесь видим такую огромнейшую фигуру, голова и плечи. Вот у нас получается, возьмем, откроем график, допустим, свежий какой-то там, на KuCoin, например, да. Вот у нас видно то, что здесь вот так вот одно плечо, голова, потом могут отрисовать второе плечо и вниз. Вот, в принципе, вот так вот. Не очень красивая картина, не очень красивая картина. Мы видим то, что у нас засветился был индикатор P-Cycle Top в 2021 году, то, что это был пик бычьего рынка. Также у нас есть сигнал на покупку, то, что типа нужно покупать. Посмотрим, что у нас дальше произойдет. Итак, говорили, что монетка HOG типа укаталась туда-сюда. Если даже посмотреть на тот самый Aptos, сейчас смотрите, что творится. Aptos $4.84. Это все просто укаталось. Pepe тоже 70. Атом. Фундаментальный инструмент. На атоме все строится. $4. Все просто укаталось. Монетка HOG. Давайте посмотрим HOG, какие там у нас изменения есть. Я ее, конечно же, набирал. Набирал я ее в прошлом году, это 24 год. Немножко добрал просто-напросто объема, потому как понимаю, что альт-сезона особо не было. Но у нас там был небольшой рост. Что у нас по инвестициям? 1x, 1x. Все, приватная распродажа. Здесь 1.82 икса. Небольшие здесь иксы. Вестинг. Давайте заглянем по вестингу. Здесь еще будут 900 дней разблокировки у нас, 1300 дней и в принципе 574. Разблокировки в принципе не очень такие и здесь длительный период времени, 2 года и все будет разблокировано. И посмотрим на график. Посмотрим на график. График у нас здесь видно уже сразу, что не ахти. Не ахти. Не ахти. Проект молодой, конечно же. И в принципе, я думаю, что мы можем прийти в диапазон 5 центов. Но, в принципе, что? Отмечал я вот этот интересный блок, что с данного блока мы сможем увидеть уже конкретный разворот на рост. Покаместь удержим данный блок, но видно, что цена стремительно начинает просто падать, и идем мы в диапазон 5 центов. В
принципе, вот так вот. 10 центов, да, неплохо. Если, конечно, здесь они отрисуют боковичок в этом блоке, это было бы неплохо. Потом вынос каких-то лонгистов. Я думаю, что повыносят всех лонгистов все-таки на альте. Перед тем ростом, который там действительно собирается быть, они, наверное, вынесут так лонгистов, что там уже, наверное, никто не будет лонговать никакие альткоины. И тут даже с вторым плечом видно, что опять же выносят. Если кто-то набирал, допустим, там август 24 года, вот здесь вот вставал, то смотрим, уже 50% это уже вынос вторых плеч. А мы еще упали на 72%. Ну, альта, конечно же, очень слабо показывает себя в этом цикле. Давайте обновим объемы, посмотрим, что там у нас по объемам. И теперь мы видим, объемы у нас обновились. На данный момент линия POC сместилась в вот этот блок, и этот блок уже выступает блоком сопротивления, сильнейшего блока сопротивления. И есть еще намного больше блок сопротивления, это вот этот вот блок. Видно то, что здесь были покупки, синие линии, и здесь будет просто мощнейший блок сопротивления. И что у нас, допустим, если мы с текущих будем разворачиваться, то в этом блоке у нас будет 300% роста, а тут у нас уже будет 10 иксов. Большинство участников крипторынка просто здесь может быть такое, что выйдут в ноль. Так что, криптоэнтузиасты, у нас картинка здесь не очень хорошая, конечно же, но это такое. Например, та же самая монетка Solana, та же самая, перед дальнейшим ростом тоже показывала сильнейшую коррекцию. Но если взять общую коррекцию, которая у нас здесь произошла, то у нас здесь коррекция составляет 97%. Ну, это не очень хорошо, конечно же, но при таких движениях на крипторынке, то какая-то монетка HOG, это вам не какой-то фундаментальный инструмент, там биткоин. Биткоин, в принципе, сейчас относительно фондового рынка неплохо держится. Но это тоже не очень хорошо. Это тоже не очень хорошо, потому как зачастую, когда идешь против тренда, потом сильно глубоко падаешь. Вот что. Ну, мы посмотрим. Может быть такое, что специально удерживают биток, не дают его сильно корректировать. Посмотрим, как у нас закроется апрель и май. Итак, ну что у нас? Тут по низу объемы не сильно большие, уже просто никто не хочет покупать данный инструмент, никому это не интересно. Но если кто-то хочет прикупить, мы в принципе пришли к интересному значению, а это зона листинга. Вот. И вот здесь вот на зоне листинга зачастую нужно покупать. Если монетка вышла, сделала манипуляцию, то нужно дожидаться снижения до вот этой вот зоны. И только здесь принимать решение на какие-то покупки. В принципе, вот так вот. Ну, вот такие вот у нас, в принципе, друзья, дела. Не особо такой интересный у нас движ на крипторынке. Я думаю, что это все прекрасный момент закончится. Тут у нас уже в разгаре идут торговые войны. Трамп хочет все-таки заставить ФРС включить печатный станок. Я думаю, что он заставит это сделать. Но особо надежд нету на печатный станок, потому как биток в основном показал хороший тренд, особенно вот здесь вот, на ожиданиях выборов Трампа. И вот эта новость конкретно отыграла. Вот это может быть такое, что здесь даже был пик бычьего рынка по биткоину. Конечно же, не сработал у нас P-Cycle Top, не показывает еще некоторые метрики, то, что здесь был пик бычьего рынка. Но может быть такое, что в один прекрасный момент мы проснемся и все индикаторы будут сломлены, и биток у нас тоже, конечно же, откатит. Вот. Ну, что касательно интересных новостей, все у нас интересное произошло именно вот здесь вот, до середины января. И сейчас мы видим, что у нас нету никаких особо новостей. Только там торговые войны и все. В принципе, все новости у нас закончились. Пошло конкретное затишье на крипторынке. Я думаю, что, надеюсь, конечно же, на то, что у нас это не пик бычьего рынка, потому как если это будет пик бычьего рынка, у нас полностью вся цикличность сломается на крипте, и тут, в принципе, уже что-то рассчитывать уже не стоит. Конечно же, у нас еще осталось одно единственное знаменатель, два осталось знаменательных событий. Это, конечно же, падение доминации биткоина. Это одно. И второе, 520 дней после халвинга битка. 520 дней после халвинга битка у нас заканчивается в сентябре месяце. Вот 29 сентября красная линия. До этого момента мы должны увидеть
какое-то движение на крипторынке. Ну, тот самый альт-сезон, еще продолжение роста такой вот. А по поводу падения доминации биткоина мы видим то, что уже здесь цикличность ломается. В прошлом цикле у нас был пик поставлен по доминации биткоина 12 декабря. У нас в этом цикле тоже вроде бы как был пик поставлен 20 ноября. И в дальнейшем мы падали. Ну, пускай даже у нас вот здесь вот был пик поставлен 3 февраля. 3 февраля у нас здесь был пик поставлен, но и в дальнейшем мы все равно должны были падать. А тут мы видим наоборот, мы видим рост. Мы видим рост, вроде бы как ситуация, как на золоте. У нас был на золоте тоже поставлен такой вот фитиль, и мы пошли его проторговывать. Аналогичная ситуация здесь. Может быть такое, что мы проторгуем данный фитиль, и доминация биткоина будет в диапазоне 66%. Может быть такое. Если взять прошлый цикл, посмотреть, то у нас здесь был пик. После пика мы, в принципе, смотрим 87 дней, ну 90 дней. 90 дней прошло, и мы начали конкретно падать. Вот. Если у нас здесь цикл растягивается, то примерно 90 дней у нас, смотрите, когда припадает, это припадает на вот эту вот желтую линию 4 мая. 4 мая. Осталось буквально подождать недолго с доминацией, чтобы увидеть полную развязку. А это, конечно же, начало мая. Ну, грубо говоря, конец мая. Это если в том случае у нас что цикл растянулся и доминацию мы сможем увидеть, падение доминации биткоина где-то там в мае месяце. В принципе, вот так вот. Ну, а полностью можно будет выдохнуть на этом крипторынке где-то в сентябре и сказать, ну все, нас всех обманули, никакого альт-сезона у нас дальше не будет, никакого роста не будет, цикличность у нас сломалась, мы здесь похоронили свои деньги и забрать нам их, конечно же, не удастся. И это 100%. Но мы за это не будем думать, потому как это очень самые такие негативные события на крипторынке. Мы думаем, что у нас на данный момент произошла коррекция, нас всех помурыжит. Это мурыжение в один прекрасный момент закончится. В дальнейшем у нас будет рост, продолжение роста по биткоину в диапазон там 110, 130, 150 тысяч долларов. Некоторые блогеры вангуют на 200 тысяч долларов. Понятно, что если биток будет в диапазоне 200 тысяч долларов, то там и будет мощнейшая раскачка крипторынка. Только когда это произойдет, никто, конечно же, не знает. Даже, наверное, сам и манипулятор. Но по временному интервалу уже у нас конкретно идет поджатие. Так что осталось еще недолго. Буквально у нас осталось менее чем 200 дней до полной развязки событий. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.